Одна капля крови, один анализ и сотни спасенных жизней. Ее звали Элизабет Холмс. Ей поверили все – президенты, генералы, миллиардеры. Ее компания «Тернорос» стоила $9 миллиардов. Но была одна проблема. Все это было ложью. Сегодня мы вскрываем психологию величайшей аферы Кремниевой долины. Это код доступа. 2003 год. 19-летняя студентка Стэнфорда Элизабет Холмс бросает учебу, чтобы основать компанию «Терранос». Ее цель — революция в медицине. Легенда гласила, что она панически боялась иголок, и она придумала Эдисон — элегантный черный ящик, который мог, по ее словам, проводить до 200 анализов, от холестерина до рака, всего по одной капле крови из пальца. Это была не просто идея, это была мечта. Дешевые, быстрые, безболезненные анализы для каждого. Кремниевая долина искала своего нового Стива Джобса. И она идеально подошла на эту роль. Но как ей, 19-летней девушке без медицинского образования, удалось убедить самых могущественных людей планеты вложить в нее сотни миллионов долларов? Вот здесь и начинается настоящая афера. Это не взлом технологий, это взлом психологии. Код доступа номер 1 — сила образа. Холмс не просто так носила черную водолазку. Это была ее униформа гения, прямая отсылка к Стиву Джобсу. Она создала образ визионера. Но главное — голос. Она сознательно говорила неестественно низким баритоном. Этот тембр, эта водолазка, этот пристальный взгляд — все это было психологическим оружием. Оно создавало ауру власти, авторитета и гениальности. Она не выглядела как студентка. Она выглядела как человек, который уже изменил мир. Код доступа номер 2. Щит из авторитетов. Холмс знала, что у нее нет своего авторитета, поэтому она купила чужой. Посмотрите на ее совет директоров. Это не ученые, это политические тяжеловесы. Генри Киссинджер, Джордж Шульц, бывшие госсекретари США, Уильям Перри, бывший министр обороны, Джеймс Мэттис, генерал, будущий министр обороны. Это был гениальный ход. Никто из них не разбирался в анализах крови, но их имена обезоруживали инвесторов. Любой, кто сомневался в технологии, автоматически ставил под сомнение авторитет этих генералов и политиков. А на это никто не решался. Код доступа номер 3. Культ секретности. Главный вопрос: а прибор, он вообще работает? Ответ Холмс был всегда один. Это коммерческая тайна. Мы не можем раскрыть, как он работает, иначе конкуренты украдут нашу магию. Она создала в компании атмосферу паранойи. Сотрудникам из разных отделов было запрещено общаться. Она наняла личных телохранителей. Она судилась с каждым, кто пытался уйти. И все это время ее революционный прибор Эдисон не работал. А как же они делали анализы для пациентов? Просто. Они взломали обычные коммерческие приборы от компании Siemens, разбавили кровь и проводили тесты на них. А инвесторам показывали фальшивые отчеты. Эта пирамида лжи росла 12 лет. 9 миллиардов долларов. А рухнула она из-за двух вещей — журналистского упрямства и внутренней смелости. Журналист Wall Street Journal Джон Керреру начал копать. Ему угрожали лучшие адвокаты мира. На него давили те самые генералы, но он не остановился. И ему помогли инсайдеры, молодые сотрудники Тернорос, которые поняли, что их работа — это обман, который калечит реальных пациентов. Главным из них был Тайлер Шульц, внук того самого госсекретаря Джорджа Шульца из Совета директоров. Он пошел против собственного деда, чтобы вскрыть правду. В 2018 году империя Тернорос рухнула. В 2023 Элизабет Холмс была приговорена к 11 годам тюрьмы.
Так в чем же код доступа к этой афере? Theranos — это не история о провале технологии. Это история о силе веры. Холмс продавала не прибор, она продавала надежду. А инвесторы, политики и мы с вами, мы так отчаянно хотим верить в следующего Стива Джобса и в магическую таблетку, что готовы обманываться сами. Эта афера вскрыла главный баг в нашей операционной системе. Мы верим не фактам, а красивым историям. С вами был «Хитрология». Подписывайтесь на код доступа, чтобы научиться отличать реальность от спектакля. На связи.